2018 год обещает множество удивительных достижений в самых разных направлениях освоения космоса. Запланированы удивительные миссии зондов, запуски различных спутников, а также множество экспериментов, которые будут проводиться на просторах Солнечной системы. Более того, возможно, именно в этом году мы узнаем, были ли американцы на Луне. Поэтому сегодня давайте разберем самые значимые события и дадим научную характеристику будущим космическим программам. Чего нам ждать от 2018 года? В этом году впервые планируется не только сесть на астероид, но и вернуться с него на Землю. И этот уникальный эксперимент проведет автоматическая межпланетная станция японского агентства Хаябуса-2. В ее суровые планы входит посадка на астероид, который пересекает не только орбиту Земли, но и орбиту Марса. А вот само сближение Хаябусы-2 намечено на июль 2018 года. С этого момента начнется активная фаза исследований, которая продлится 1,5 года. Японская станция совершит 3 посадки на астероид, высадит на него ровер и установит магнитометр. Кроме того, аппарат привезет на Землю образцы поверхности небесного тела. Но в настоящее время сам аппарат уже 4 года находится в пути, а возвращение зонда запланировано на декабрь 2020 года. Однако, пожалуй, одной из самых интересных миссий в этом году является меркурианский проект Беппи-Коломбо. В октябре 2018 года с помощью европейской ракеты Ariane 5 с космодрома во французской Гвиане должна стартовать миссия Беппи-Коломбо. Это совместная миссия Европейского и Японского космического агентства. Общий вес такого комплекса составит чуть более 4 тонн, из которых примерно половина – это горючее. Но для экономии топлива в течение полета Беппи-Коломбо совершит аж 9 гравитационных маневров. 1 возле Земли, 2 возле Венеры и затем 6 возле Меркурия. Именно поэтому миссия называется в честь итальянского математика-инженера Джузеппе Коломбо, который является автором теории гравитационного маневра, и эта теория успешно используется для проектирования полетов космических аппаратов к другим планетам. В декабре 2025 года по прибытию к цели после всех маневров на орбиту Меркурия будут выведены сразу 2 аппарата. Первый из них, разработанный в Европе, будет изучать поверхность и внутреннее строение Меркурия, а вот второй спутник будет исследовать магнитное поле планеты. По идее, эта миссия должна нам дать очень ценные знания, потому что образование и биография Меркурия до сих пор не особо понятно, и на нашем канале есть отдельный выпуск на эту тему. А вот что касается Луны, то китайская станция решила подобраться к ней сзади. До конца 2018 года Китай собирается отправить к Луне автоматическую станцию Чанье-4. Ее спускаемый аппарат должен приземлиться, а если быть точнее, то прилуниться к обратной стороне Луны. Поэтому в начале июня 2018 года будет запущен спутник, который обеспечит связь с Землей. Это будет первая посадка на обратную сторону Луны, а цель миссии – это изучение геологических условий в месте посадки. Ну и заодно они хотят рассмотреть следы американцев на Луне, которые остались с 70-х годов. А вот уже в 2019 году Китай планирует запустить следующую лунную миссию Чанье-5, и уже ее задачей будет забор лунного грунта и последующая доставка его на Землю. А в дальнейшем на Луне должна возникнуть постоянная китайская станция. Она будет полностью автоматизирована, что позволит проводить исследования Луны без риска для чьей-либо жизни. Летом 2018 года будет запущен созданный НАСА зонд Parker Solar Probe, который приблизится к Солнцу на расстояние до 5 миллионов километров. Это событие войдет в историю, поскольку так близко к Солнцу еще ни разу не подлетал рукотворный объект человека. Зонд будет содержать большое количество научной аппаратуры, и перед тем, как он подлетит к Солнцу, он более 5 раз пролетит мимо Венеры, и только в конце 2024 года выйдет на стабильную орбиту вокруг Солнца. Его главная задача связана с измерением магнитного поля, а также с проведением узкой характеристики частиц солнечного ветра, что поможет понять, каким образом солнечная активность влияет на земное оборудование. Но на самом деле мы все прекрасно знаем, что солнышко это нереально жаркая печь, поэтому зонд испытает нереальные температуры, которые будут превышать в 1000 градусов, несмотря даже на то, что будет создан термощит. Но в свою очередь Европейское космическое агентство готовится запустить в феврале 2019 года спутник к Солнцу. Он должен выйти на околосолнечную орбиту с периодом 150 дней, с минимальным расстоянием до Солнца около 40 миллионов километров. Этот спутник будет выполнять детальные измерения солнечного ветра и вести наблюдение полярных областей Солнца.
Все эти исследования помогут ответить на вопрос о том, как изменения Солнца влияют на жизнь на Земле. И я думаю, европейский проект имеет куда более высокую ценность, чем американский. Неделю назад я ВКонтакте оставлял ссылку на миссию НАСА к Солнцу. Ты можешь заполнить форму, и это имя напишут на чипе, который будет внутри зонда. Я написал имя нашего канала, поэтому если хочешь войти в историю, то ссылка будет в описании. И если хочешь вторую часть, то пиши комментарий, есть еще куча событий, да и не только в космонавтике, но и в астрономии, которые ожидают нас в этом году. Ну и если понравилось видео, обязательно поставь лайк. Спасибо за просмотр, пока.